Добрый день, дорогие друзья! Хочется поделиться с вами своей историей, как я в своей жизни нашла учение вознесенных владык, или скорее, как оно нашло меня. Когда я практически прочитала все книги Элизабет Клэр Профит, я искала продолжение знаний. И книга с учением просто упала на меня с полки в книжной лавке. Это был первый цикл посланий вознесенных владык, данных через посланника Татьяну Николаевну Кушину. Это была весна 2006 года. Я не могу словами вам передать мой восторг и ликование, когда я открыла книгу и поняла, что я держу в руках. Мое сердце выпрыгивало из груди. Я смеялась и плакала от счастья. Боже, чудо, Господи, чудо! У нас в России посланник вознесенных владык. Вы не представляете, сколько счастья я испытала в этот момент. Боже, Боже, это была моя мечта, посланник в России. Я целовала книгу. Я прижимала ее к груди, как самую большую драгоценность в моей жизни. Я спала с книгой, не расставалась с ней ни на миг. Каждая диктовка для меня живая. Погружаясь в нее, я испытываю огромную энергию любви и знаний вознесенных владык. Много посланий, которые я применяю каждый день в своей жизни, такие как Санат Кумара от 17 мая 2005 года. Все в этом мире притягивается по вибрациям, и фактически вы своим сознанием примагничиваете те ситуации, в которые вы попадаете в жизни. Или посыл возлюбленного Эльмории от 21 мая 2005 года. Вы отрабатываете карму и проходите тесты, когда извлекаете правильные уроки из той ситуации, с которой встретились в жизни. Конечно, все послания сохраняются внутри сердца, и в нужный момент они четко проявляются в виде конкретных знаний, которые необходимо применить в данной ситуации. Но учение о любви – это для меня сокровенные знания, которые необходимы мне во всех ситуациях жизни. Присутствие безусловной любви от 7 марта 2005 года. Откройте свои сердца любви, божественной любви, и вы измените этот мир. Нет силы в этом мире, которая была бы более мощной, чем любовь. Или Господь Майтрея от 27 мая 2005 года. Любовь является ключом, потому что это чувство способно мгновенно возвысить ваши вибрации к вибрациям эфирных октав света. Учение изменило мою жизнь. Я стала абсолютно спокойной, более рассудительной, более терпеливой и смиренной. Я люблю каждую частичку этого прекрасного мира. В сердце огромное сострадание ко всем людям, ко всем, кто еще не пробудился к свету и живет во тьме. Учение изменило и мою семью, моих родных. Они стали более доброжелательными, более внимательными друг к другу. И все чаще разговоры превращаются в юмор и смех. Это так здорово. В тот момент, когда учение вошло в мою жизнь, у моего близкого друга случился обширный инфаркт. И врачи не выражали позитивного прогноза. Я в больницу принесла ей учение и настояла, чтобы она его читала.
Ей было очень сложно это сделать, потому что она была между небом и землей. Но она изо всех сил старалась читать послания каждый день. И через 3 недели ее выписали с прекрасными анализами. Врачи только удивлялись и разводили руками. Это было чудо. Мой друг и сейчас рядом со мной. И для нее учение тоже стало частью ее жизни. Я благодарю Бога за то, что это учение вошло в мою жизнь. Спасибо, Господи.